Вы только посмотрите на это логово. Я сейчас специально навел резкость, чтобы вы оценили масштаб. Это не спагетти, которые упали на пол, и это не клубок змей, как в каком-нибудь фильме. Это армия нематод. Сегодня у нас с вами будет дегустация, но дегустация странная. Мы будем поить этих подземных жителей лимоном. Свежим, ароматным, прямо с цедрой. Почему лимон? Да потому что в интернете полно мифов. Лимон убивает все. Кислота сжигает микробов. Цитрусы – это природный яд. А я решил, хватит гадать, давайте посмотрим под микроскопом. Мы проверим два бойца. Обычный сок и секретное оружие. Ту самую эфирную маслянистую жидкость из кожуры. Из этих маленьких пузырьков, которые так вкусно пахнут. Справится лимон с армией? Или они просто устроят себе спа-салон с лимонной водой? Всем привет, меня зовут Виктор, вы на канале Под микроскопом. И сегодня мы устроим настоящую битву. Цитрус против червяков. Погнали! Прежде чем мы начнем этот кулинарный эксперимент, давайте просто зависим на секунду и посмотрим, кто тут у нас собрался. Посмотрите на это количество, их тут бесчисленное множество. От крошечных малышей, которые без микроскопа не разглядишь, до настоящих гигантов, вожаков этого змеиного бала. Обратите внимание на плотность. Они буквально спутались в клубок, как провода в ящике стола, который вы боялись открыть 3 года. Красота, правда. Ну для меня точно красота. Для обычного человека, наверное, кошмар. Но сегодня эти ребята будут дегустаторами. Ладно, хватит любоваться, давайте угостим наших маленьких змеек чем-то кисленьким. Смотрите, аккуратно ставлю каплю свежевыжатого лимона прямо на границе с их толпой. Сейчас мы устроим эффект лимонного цунами. Ого, вот это реакция. Смотрите, в момент, когда сок ворвался в гущу, часть нематод просто замерла. Это не смерть, это шок. Представьте, что вы сидите в теплой ванне, и тут на вас выливают ведро ледяной воды с кислотой. Вы не умрете, но вы будете в шоке. Смотрите, они замедлились. Только что они тут нарезали круги, как спортсмены на стадионе, а теперь двигаются так, будто они бегают на последнем дыхании. Но интереснее другое. Посмотрите сюда. Вон та группа нематод. Они что, добровольно переплыли прямо в самую гущу лимонного сока? Они не погибли. Они там, как говорится, прилегли отдохнуть. Двигаются вяло, без энтузиазма. Вот тут слева лимонный сок. Справа чистая вода. Чувствуете разницу? Справа это форсаж, слева спокойной ночи, малыши. Прошло 5 минут, скорость практически не изменилась. Они не бодрые, но и не мертвые. Зависли в каком-то полусостоянии. Еще 5 минут. Там, где чистый лимонный сок, червей стало еще больше. Они туда переплыли. Выглядит так, будто им нравится. Прям санаторий какой-то. Я начинаю сомневаться, а может лимон это не яд, а валерьянка для червей. Но не будем спешить. Смотрите, что я тут нашел среди этой суеты. Какие-то останки древнего существа. Не знаю, кто это был, но он очень похож на истребителей Звездных войнов. Видите эти очертания? Наши червяки используют его как дискотеку. Ладно, вернемся к эксперименту. Прошло 20 минут, нематоды все еще живы. Они плавают в лимонной кислоте, как в собственном соку. Но что я замечаю? Они стали значительно медленнее. Это уже не просто вялые, это похоже на батарейку, которая села в ноль. И тут, смотрите, начинается самое интересное. Прошло еще 5 минут. Ровно на 25-й минуте они начинают резко тормозить. Буквально останавливаются на ходу. А на 30-й минуте начинается массовый исход из жизни. Вот смотрите, в таких конвульсиях они и уходят. Лимону понадобилось ровно 30 минут, чтобы сломать их. Первые 20 минут он просто их расслаблял, усыплял бдительность, а потом резко добил. Первый вывод. Лимонный сок убивает, но не мгновенно. Это не нервно-паралитический газ, это долгая и мучительная осада. Но есть у нас еще одно секретное оружие. Теперь самое вкусное. То, за что мы любим лимон на Новый год. Его запах. А запах – это эфирные масла, которые находятся в крошечных пузырьках желтой цедры. У нас новая свежая толпа, такие же бодрые и голодные. Капаем эфирку.
Смотрите. Так же, как и в прошлый раз, первая реакция – замедление. Но смотрите, они буквально через секунду немного пришли в себя. Вот это упрямство. А теперь гляньте, как они сплотились. Они собрались в кучу, как будто держат совет. Прям так сплоченно выдерживают атаку запаха. Давайте я капну прямо на них. Разлетелись в разные стороны. Эфирное масло для них, как для нас на шатырь, очень резко. Но давайте посмотрим на выживаемость. Прошло 5 минут, замедлились, но никто не погиб. Я думал, эфирка будет мощнее. Прошло 8 минут, а вот и результат. Смотрите. Половина нематод уже вообще не двигается. Мелкие сдались первыми. А на 10-й минуте все. Армия повержена. Эфирное масло справилось в 3 раза быстрее, чем обычный сок. Всего за 10 минут. И осталось лишь пару самых стойких бойцов. Кто-то скажет, что им просто не нравится запах, но факт остается фактом. Масло цедры действует жестче и быстрее. Но я решил не останавливаться. Мы же с вами любопытные или где? Я сделал следующий шаг. Я оставил часть нематод в высохшей капле лимона и часть просто в высохшей воде. Они пробыли в таком сухом пайке 2 часа. Высушенные мумии. А потом я вернул им воду. Смотрим на лимонную группу. Ни одна нематода не проснулась. Их тела как губки всосали воду, приняли нормальную форму, но все. Тишина. Я долго вглядывался, думал, может, одна шевелится. Нет, одна зацепилась хвостом за пленку, и пленка дергалась от течения воды. Вот и все движение. Мертвы. А теперь посмотрим на тех, кто высох в чистой воде. Добавляю воду, и они оживают. Смотрите, медленно, вяло, как после тяжелого похмелья, но они шевелятся, они живы. И самое главное – яйца. Те яйца, которые пережили лимонную высушку, не восстановились. А яйца из чистой воды, пожалуйста, жизнь продолжается. Почему так вышло? Объясняю просто без умных слов. Лимонный сок – это кислота. Она нарушает работу клеток, но делает это медленно. Это как если бы вы пытались утопить рыбу в газировке. Процесс не быстрый. А вот эфирное масло из кожуры – это лимонен. Это вещество растворяет жиры и оболочки. Для нематоды это как если бы мы с вами оказались в растворителе для краски. Оно проникает быстрее и ломает защитные барьеры. Поэтому масло победило за 10 минут, а сок тянул полчаса. Но главный вывод. Если вы боретесь с клещами или нематодами в саду, просто побрызгать лимонным соком – это слабое утешение. Сок их расслабит, но не убьет быстро. А вот концентрат из цедры... Но будьте осторожны, для растений это тоже стресс. В общем, друзья, лимон – парень с характером. Вроде и полезный, и ароматный, но если вы червяк, лучше держаться от него подальше. А если вы человек, добавьте его в чай и радуйтесь, что вы не нематода. Вот такие эксперименты. Мне было жутко интересно наблюдать за этой битвой, и я надеюсь, вам тоже было интересно подглядывать в этот микромир. Если понравилось, ставьте палец вверх, чтобы YouTube показал это видео тем, кто тоже любит науку и эксперименты. Подписывайтесь на канал под микроскопом, чтобы не пропустить следующие испытания. А я пошел отмывать микроскоп от лимонного сока. Всем пока и до новых встреч в малом мире под увеличением. Пока-пока!